Всем привет, друзья! Так, сегодня с вами хочу поговорить о так называемом синдроме лестничных мышц или синдроме Нафцигера. Синдром этот интересен тем, что очень часто его путают с грыжами в шейном отделе позвоночника. Ну а для того, чтобы лучше понимать, что это за лестничные мышцы, где они находятся и на что могут влиять, немножечко по традиции анатомии. Вот этот ракурс, наверное, будет наиболее таким наглядным. Шейные позвонки с их поперечными отростками, обращенными на нас. Первое ребро, второе ребро. Посмотрим, как крепятся лестничные мышцы. И вот передняя лестничная мышца, средняя лестничная мышца, они крепятся к первому ребру, и задняя лестничная мышца, которая крепится ко второму ребру. В силу анатомических особенностей крепления данных мышц, их две основные функции. Первое, они являются вспомогательными дыхательными мышцами, то есть они также участвуют в дыхании форсированном за счет того, что поднимают первое, второе ребра. И эти мышцы, вторая функция, они участвуют в боковом наклоне головы, то есть принимают участие в наклоне головы в свою сторону. Теперь посмотрим, как проходят ветви плечевого сплетения, стволы. И вот мы видим, что верхний ствол плечевого сплетения, средний и нижний стволы плечевого сплетения, все три они проходят между передней и средней лестничными мышцами. Соответственно, при патологическом напряжении этих мышц, возникновении отека, при гипертрофии, могут сдавливаться все три основных ствола плечевого сплетения с развитием соответствующей клинической картины. Артерия. Подключичная артерия также проходит в этом же промежутке между передней и средней лестничными мышцами. Соответственно, также может сдавлено быть, соответственно, будет появляться ощущение похолодания конечностей, может сопровождаться в том числе ощущением онемения, но опять же при движениях за счет того, что мышцы будут работать, симптоматика будет проходить. Кпереди от передней лестничной мышцы проходит еще подключичная вена. Она тоже может сдавливаться за счет подъема первого-второго ребер. Вот, она также может сдавливаться, что будет приводить к нарушению оттока. В этом случае конечность может быть слегка цианотичной, такое ощущение, что синюшной. Также будет ощущение отека в ней, распирания. Также при запущенном этом синдроме могут сдавливаться лимфатические сосуды. Здесь их не очень хорошо видно, но тем не менее, может быть уже нагромождено, но также будет страдать лимфатическая система. Вот, что может появляться ощущением припухлости над ключичном пространстве, псевдоопухоль так называемая, появление отека в руке. Теперь, какие же основные жалобы предъявляют пациенты при данном синдроме? Я бы сказал, что первое и наиболее часто – это онемение в руке или в обеих руках. Причем отличительной чертой этого онемения является, что чаще всего оно появляется ночью, и оно проходит при движениях. То есть человек просыпается с ощущением, что у него руки как будто он их отлежал или рука, но потом походил, подвигал и вроде бы все прошло. Часто онемение может возникать также при подъеме руки вверх. То есть, например, девушки развешивают белье, и у них в это время там появляется слабость, онемение. И опять же, подвигали руками, все проходит. Но бывают и случаи, когда наоборот, руки находятся в положении внизу, да, расслаблена рука, возникает онемение, и нужно ее поднять вверх, и тогда становится легче. Второй по частоте жалобы я бы назвал боли по боковой поверхности шеи. Ну, говорят, как правило, боль в шее. Это боковая поверхность шеи, боль в проекции вот над ключичной ямки вот здесь. Боль может иррадиировать, то есть отдавать в плечо, в руку. Вот. Боль, как правило, довольно интенсивная и слабо снимается обезболивающими препаратами. Третье по частоте – это ограничение движений и слабость в руке, то есть невозможность отвести руку, кпереди поднять, слабость в ней, слабая кисть, не могут удерживать предметы, вплоть до того, что пациенты замечают атрофию, то есть конечность сохнет, грубо говоря. Вот. Это, пожалуй, вот три основные такие жалобы, с которыми чаще всего пациенты обращаются. По причинам возникновения данного синдрома. Самое главное, то есть, обращу внимание, что это синдром. Да, то есть достоверного единого причинного фактора у него нет. Синдром – это совокупность симптомов, причины которых может быть достаточно разными. Да, это может быть травматический генез, то есть человек упал, например, да,
если рука пошла кпереди, создалась компрессия в этой зоне и в дальнейшем привело к развитию данного синдрома. Но гораздо чаще на моей практике это статичное положение и часто пребывание в одной позе. То есть мы тут лечить вынуждены будем образ жизни. Это, например, такие положения вот с упором на локоть, когда сидим в кресле, создается компрессия в этой зоне. Положение за рулем, когда у нас одна рука постоянно в напряжении находится, то есть это же изо дня в день постоянно эти мышцы работают больше, чем с противоположной стороны. Наиболее травматичным положением я бы назвал положение, когда люди говорят по телефону, зажимая его между плечом и головой. Да? То есть вот это вот движение, как мы помним из анатомии, лестничные мышцы выполняют боковой наклон, соответственно, они постоянно находятся в напряжении. По диагностике данного синдрома есть инструментальные методы, есть неинструментальные. Ну, вообще при осмотре, на что обращает на себя внимание при осмотре. Разная высота стояния лопаток, разная высота стояния плеч. Может быть, ключица немножко приподнята одна относительно другой. При пальпации болезненность в проекции точек крепления лестничных мышц, то есть по боковой поверхности шеи, болезненность в проекции надключичной ямки, то есть при попытке надавить на первое и второе ребро, отправить их на выдох, то есть вниз. Да? При вдохе они поднимаются, при выдохе опускаются. При попытке их отправить на выдох, во-первых, может быть достаточно жесткое сопротивление, а ребра должны плавно погружаться. Вот. Во-вторых, будет усиление болевого синдрома. Провокационные пробы, то есть нагрузочные пробы. Мы смотрим пульсацию на лучевой артерии, и при, например, подъеме руки вверх эта пульсация может пропадать. Как я сказал, что иногда может быть наоборот. Внизу пульсация не ощущается, подъем руки вверх приводит к тому, что пульсация появляется. В норме пульсация никак не должна меняться. И опять же, при грыже, например, в шейном отделе, пульсация также никак не будет меняться. Еще по поводу грыж отличительная особенность, да, как я уже сказал, при синдроме лестничных мышц движения будут приносить облегчение. Вот, касательно онемения, например. А при грыже движение будет невозможным. То есть если грыжа давит на нервный корешок, подвигать рукой будет очень-очень усиливаться болевой синдром, поэтому пациент, наоборот, будет избегать малейших каких-то движений, не будет делать ничего лишнего. По инструментальной диагностике, в первую очередь, это все равно мы назначаем МРТ шейного отдела позвоночника с целью, да, исключения грыж. Потому что, как ни крути, у одного пациента может быть и грыжа в шейном отделе, и синдром лестничных мышц. Соответственно, для дифференциальной диагностики, для того, чтобы мы более в полном объеме понимали, с чем мы имеем дело и насколько мы можем влазить в эту шею в дальнейшем при лечении. Второе, на что я направляю всегда пациентов при подозрении на этот синдром, это УЗИ лестничных мышц с функциональными пробами. Вот это дополнение очень важное, функциональные пробы, потому что просто сделать УЗИ, посмотреть мышцы, иногда не удается выявить ничего. Функциональные пробы – это когда врач УЗИ проводит нагрузочные тесты, и это позволяет, то есть иногда сжатие сплетения или пережатие артерий возникает только при нагрузках. А в норме его, а в покое его может не быть. Поэтому, соответственно, очень важно, чтобы на УЗИ эти провокационные пробы и функциональные тесты проводились. Делают это далеко не все врачи УЗИ, поэтому перед тем, как идти на такое исследование, узнавайте, выполняет врач его или не выполняет. Соответственно, по совокупности всего этого выставляется диагноз. По лечению. Лечение есть медикаментозное, есть немедикаментозное. Ну, медикаментозное здесь как стандарт при мышечно-тонических синдромах. Идут миорелаксанты, идут все равно нестероидные противовоспалительные средства для того, чтобы снять отек, и идут витамины группы В. При выраженном болевом синдроме можно выполнять блокады. По немедикаментозному лечению все, что направлено на расслабление мышц. Это физиопроцедуры, это рефлексотерапия, это массажи, это мануальная терапия. Касательно массажей, недопустимо не допускать болевых ощущений. То есть массаж не должен вызывать боль. Но здесь еще отдельно скажу, что массаж по вот этой передней боковой поверхности шеи редко кто что-то там делает, потому что мощный сосудисто-нервный пучок, на него, его, как правило, не массируют, его вообще не затрагивают, то есть ограничиваются трапецией. Поэтому массаж может быть менее эффективен. Мануальная терапия. Здесь не в духе хрустнуть, вправить, а мануальная терапия, мягкие методы, то есть пиры, постизометрические релаксации, мышечные техники для расслабления мышц. То есть здесь нет цель, грубо говоря, поставить позвоночник ровно.
Да, поскольку мышцы крепятся к поперечным отросткам позвонков, они, естественно, создают тягу, которая может приводить к смещению. Но, тем не менее, просто если выстроить позвонки ровненько, повернуть их обратно и не отработать мышцы, опять же, мышечная тяга вернет все в исходное положение. Вот. Но основное влечение все-таки зависит от самого пациента. То есть, поскольку мы говорим о том, что причина возникновения часто статичное положение, то его, естественно, надо убирать. Да, если мы сидим, говорим по телефону, прижимая его к уху плечом, то это положение будет постоянно травмировать, нужно, чтобы этого не было. В лечении огромную пору уделяется гимнастике и не столько зарядки, да, то есть нужно не накачать шею, не укрепить ее, а нужно растянуть лестничные мышцы. Вот, поэтому давать какую-то нагрузку здесь я не рекомендую. Рекомендую найти упражнения для растяжки лестничных мышц. Это что-то вроде вот таких вот вещей. Потянуть можно с усилением. Ну, просто тянуть вот так нет, тут надо еще фиксировать рукой. Ну, в общем, можно найти для себя 2-3 упражнения, которые вам нравятся, как выглядят, как они выполняются, и делать их для того, чтобы растягивать эти мышцы, убирать компрессию. Ну, соответственно, выводы какие из всего этого можно сделать? Во-первых, если у вас есть боль, если у вас есть онемение в руках, если это сопровождается в том числе болью в шее, ограничение движений, далеко не всегда в этом виновата грыжа, поэтому лучше все равно обратиться к врачу, чтобы более полно обследоваться и иметь более полную картину того, что с вами происходит. И второй момент. В плане лечения мы лечим образ жизни, и лечение зависит в первую очередь от самого пациента. Если пациент продолжает создавать компрессии, если он продолжает травмировать эту зону, никакое лечение, медикаментозное, не медикаментозное, каким бы оно ни было изначально популярным, мощным, хорошим, эффективным, оно не будет ничего давать. В лучшем случае мы будем топтаться на месте. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать на сегодня. Надеюсь, видео было интересным. Еще больше надеюсь, что оно было полезным. Если это так, буду очень рад вашим лайкам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всегда стараюсь на все вопросы отвечать. Ну и всего хорошего. Не болейте. Пока-пока.